посмотрите, какой внутри он пышный, нежный, пушистый. Просто невероятно ароматный. Привет, мои сладкие! Добро пожаловать на канал Энни Макарон. И в этом видео мы приготовим с вами классический бисквит, который подойдет, практически для всего. Для тортов, для бента, для картошки, для кейк-попсов. Короче, вариантов использования масса. Ну что, погнали! Для приготовления ванильного бисквита мы с вами берем куриные яйца, отвешиваем их в чашу миксера, либо в любую другую чашу, где вы будете взбивать ручным миксером. Без миксера нам тут точно не обойтись. Берем насадку венчик и ставим взбиваться яйца в миксер планетарный в моем случае на 5 минут. И постепенно повышая скорость, мы начинаем взбивать яйца, начиная с первой и доводя до самой максимальной. У нас прошло 5 минут взбивания, посмотрите, какие яйца стали пышные. Они просто невероятно пышнючие, превратились вот в такую прям классную пену, невероятную. И теперь мы, не понижая скорость, также оставляя на максимальной, постепенно начинаем всыпать сахар в наши яйца, чтобы у нас получился классный пышный бисквит. Итак, продолжаем, ставим опять на шестерочку. Взбиваться и всыпаем сахарок. И теперь взбиваем еще 10 минут яйца с сахаром. Время я называю, конечно же, ориентировочное. У вас может быть немножко другая скорость миксера и другое время, поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на консистенцию, которую я вам показываю в видео. Вот такая у нас получилась консистенция у массы после взбивания сахара. Она пушистая, немножко спала в объеме, но она осталась пушистая, нежная. И вот даже когда она падает вниз, то оставляет рисунок, да, то есть оставляет вот эти бугорочки. Все. Дальше мы будем все делать вручную. И теперь мы всыпаем 1 часть сухих ингредиентов и аккуратненько вымешиваем венчиком, чтобы у нас вот эта вот воздушность, она не ушла. Если мы очень сильно все это перемешаем, то у нас в тесто все опадет и не поднимется. И мы таким образом сначала всыпаем сухие ингредиенты, потом немножечко жидких. Жидких у нас смешано масло с молоком. Теперь опять 1 часть сухих ингредиентов немножечко вымешиваем. Прям аккуратненько, так медленно, нежненько венчиком вымешиваем. Дальше опять немножечко жидких ингредиентов. Получается, у нас мы вводим всю массу сухих и жидких ингредиентов примерно в 3 захода. 3 раза добавляем муку, 3 раза добавляем жидкие ингредиенты. В таком порядке. Сначала сухих немного вымешали, потом жидких немного вымешали, потом опять сухих немного вымешали, жидких немного вымешали. И так вот 3 раза одних, 3 раза других. Мы не добавляем в бисквит ни ванилин, ничего такого. Если у вас есть желание, то вы можете добавить либо немножечко ванильного сахара вместо обычного, заменить там 10 грамм обычного сахара ванильным сахаром, либо добавить чуточку ванилина. Мы не добавляем ничего, поэтому вот так. Вот такая вот однородная консистенция у нас получается. Далее мы с вами берем кондитерский противень, у нас он такой вот тоненький, так как мы выпекаем в конвектомате, и оборачиваем вот таким вот образом полностью все фольгой.
Для того, чтобы бисквит у нас не пригорел к самому противню, и нам не приходилось его отдирать, фольгу мы используем только потому, что она вот таким образом очень хорошо загибается и не будет подниматься. Вы можете использовать как фольгу, так и пергаментную бумагу, то, что вам удобно. Нам удобно работать с фольгой. Она хорошо снимается, она классно облегает сам противень, и с ней в целом все классно пропекается. Если у вас более высокий противень, то вы делаете то же самое, оборачиваете фольгой, либо кладете пергаментную бумагу так, чтобы края все нашего противня были закрыты. И теперь мы на противень, застеленный фольгой, выливаем тесто. Выливаем все, хорошенечко счищая все с стенок миксера. И равномерно вот так вот распределяем лопаточкой по всей поверхности противня, чтобы у нас бисквит везде поднимался равномерно. Этот бисквит, если вы захотите, вы можете выпекать в любой форме. Мы выпекаем вот таким образом его на противнях для того, чтобы использовать потом в сборке тортиков бенто. Также это может быть большой высокий бисквит, вы можете разрезать его на несколько частей и собрать торт. Также вы можете выпекать вот такими пластами наш бисквит, использовать большие просто кольца, вырезать под размер вашего тортика, собирать большие торты. Также вы можете этот бисквит использовать для того, чтобы делать кейк-попс, пирожную картошку и вообще различные десерты. Вот поэтому мы вам показываем только один вариант сборки, но их может быть огромное количество. Смотрим, вот так аккуратненько разравниваем, чтобы везде пропеклось одинаково. Естественно, если вы печете в форме, то ничего разравнивать не надо, вы просто выливаете бисквит в форму и выпекаете. Вот так вот мы все разровняли. И теперь отправляем выпекаться в духовку на температуру 180 градусов 18 минут. Вы ориентируетесь первый раз на наше время, на нашу температуру и готовность проверяете обязательно зубочисткой либо ножиком. Просто протыкаете бисквит ножиком либо зубочисткой, и вы поймете, пропекся он или нет. Мы достали наш бисквит из духовки. Давайте вместе с вами проверим зубочисткой. Получается, мы протыкаем, смотрим, что она у нас сухая. И, значит, можем доставать. Получается, вот такой румяный красивый бисквит. Он пружинит. Он красивый. И сейчас мы даем ему остыть, и после этого посмотрим, какой он внутри. Бисквит остыл, мы вырезали, посмотрите, какой внутри. Он пышный, нежный, пушистый, просто невероятно ароматный. Готовьте и наслаждайтесь.